Добрый день, дорогие друзья! Сегодня хотел сделать ролик, в котором должен был сделать несколько заказов и показать, что оплата картой МИР от банка РНКБ работает вместе с дополнением 26. Но уже последние 2 дня вижу по запросам пользователей, что большинство любителей AliExpress начали искать взломанный AliExpress. Но что такое взломанный AliExpress? Для меня, естественно, это непонятно, так как, видимо, кто-то из блогеров решил провернуть некую мошенническую схему с названием взломанного AliExpress. После чего многие начали его искать, и думаю, теперь должны появиться люди, которые будут писать, что AliExpress не возвращает его деньги. Друзья, взломанного AliExpress не существует, но существуют фишинг-страницы для увода нашего логина и пароля от нашего аккаунта AliExpress. После чего мошенник будет надеяться, что наша карта привязана к данному аккаунту, и смс-подтверждения для оплаты заказа не придется ему вводить. Думаю, стоит объяснить без особых подробностей, что и как работает. На данный момент существуют отдельные фишинг-страницы AliExpress и вредоносные приложения, не говоря уже о том, что также существуют сайты клоны AliExpress, в которых мы оплатим заказ, и заказ будет висеть в ожидании отправки и, возможно, якобы отправится. Но на самом деле злоумышленники просто получат наши деньги, и данный сайт никакого отношения к сайту AliExpress не имеет. Давайте подробнее разберем первый вариант, но сперва по традиции напоминаю, что безопасные промокоды новичка на первый заказ в новом аккаунте для России еще не работают, но работает промокод с доставкой в Украину и другие страны, кроме стран СНГ. Данный промокод предоставляет скидку $4 при сумме заказа от $5 и выше. Правильное написание данного промокода и срок его активности оставил в описании. Промокод работает только для новых пользователей AliExpress и только на первый заказ в аккаунте с доставкой в Украину и во все другие страны, кроме стран СНГ. А кому интересно посмотреть, что такое не новый пользователь, для сайта AliExpress можно поставить на паузу. Еще больше купонов и промокодов для сайта AliExpress публикую в телеграм-канале, в котором делюсь со всеми активными купонами и промокодами для сайта AliExpress. Рекомендую подписаться каждому, ссылка в описании. Ну а мы переходим к терминологии в Википедии, что такое фишинг. Фишинг – это вид интернет-мошенничества, целью которого является получение доступа к конфиденциальным данным пользователей, логинам и паролям. Это достигается путем проведения массовых рассылок электронных писем от имени популярных брендов, ну а также личных сообщений внутри различных сервисов, например, от имени банка или внутренних социальных сетей. В письме часто содержится прямая ссылка на сайт, внешне неотличимый от настоящего, либо на сайт с редиректом. После того, как пользователь попадет на поддельную страницу, мошенники пытаются различными психологическими приемами побудить пользователя ввести на поддельной странице свой логин и пароль, которые он использует для доступа к определенному сайту, что позволяет мошенникам получить доступ к аккаунтам и банковским счетам. Фишинг – это одна из разновидностей социальной инженерии, основанная на незнании пользователями основ сетевой безопасности. В частности, многие не знают простого факта: сервисы не рассылают писем с просьбами сообщить свои учетные данные, пароли и прочее. Это мы, естественно, все поняли, и теперь плавно переходим к тому, что такое фишинг страницы AliExpress. Друзья, фишинг страница AliExpress ничем визуально не отличается от главной страницы настоящего сайта AliExpress. И, как правило, это будет страница для входа на сайт, и выглядеть она будет именно так. И если программист-мошенник хотя бы начального уровня, то никакого отличия от настоящего сайта AliExpress мы не заметим, и все кнопочки будут работать как и обычно. Но как это работает, друзья? Все очень интересно и просто. Мы вводим свой логин и пароль от нашего профиля на сайте AliExpress и нажимаем на кнопку «Войти». Далее, скорее всего, никакой капчи для проверки на робота не будет, так как это трудозатратно для мошенника, и нам будет очень приятно, что она не появилась. И далее последует редирект, то есть нас перекинет на настоящую главную страницу сайта AliExpress, уже с совершенным входом в профиль. Ну а если капча на AliExpress сработала в данной сессии, то нам придется еще раз ввести свои данные для входа, то есть логин и пароль. Так что же произошло? На самом деле мы вначале были на фишинг-странице, которая была замаскирована под сайт AliExpress. И после того, как мы ввели свой логин и пароль и нажали на кнопку «Войти», эта кнопка отправила наши данные для входа мошеннику на определенный сайт, в
текстовый редактор. А из-за того, что наш логин и пароль был сохранен в данном браузере, нас перекинуло на настоящий сайт AliExpress, и, как правило, никто никакого подвоха не заметит, если не сработает капча на настоящем сайте AliExpress. Но если сработала капча, то вход не будет выполнен, и нам придется снова ввести логин и пароль для входа. Но уже у мошенника появились данные от нашего аккаунта, и он уже спешит в первую очередь поменять почту от нашего аккаунта AliExpress на свою, и после этого совершит первую покупку. И если мошенник не новичок, то, как правило, в качестве первой покупки он выберет фалоимитатор. Но почему именно он? Друзья, такой первый заказ делается специально, чтобы в случае допущенной ошибки мошенникам мы особо нигде не кричали и не жаловались про данную покупку. Ведь нас будет смущать данное слово, и мы будем думать, что кто-то поверит, что это не мы заказали, а другой, конечно же, не поверит. Но как различить фишинг-страницу AliExpress? Это очень интересно. В первую очередь надо посмотреть на URL сайта AliExpress. Он должен быть именно AliExpress. Давайте поднимем немного плашку, чтобы было все видно. Как мы видим, URL aliexpress.ru. Это настоящий сайт AliExpress, и данный URL уже занят сайтом AliExpress, и поэтому мошенники смогут создать фишинг-страницу только с другим написанием. Например, заменив одну или несколько букв на похожие, или добавив, например, тире, и добавив еще одно слово, например, AliExpress Shop или Best-AliExpress и так далее. То есть визуально, чтобы человек не смог понять на первый взгляд, что это другой сайт. Ну а мы знаем, что best.aliexpress.ru существует, но best-aliexpress.ru нет. Друзья, такие домены, как удвоенные или утроенные буквы aliexpress.ru, aliexpress.ru и опять-таки aliexpress.ru мошенники разобрали в первую очередь. И возможно, они уже и заблокированы всеми. Но все же стоит всегда перепроверять, на какой сайт вы попали, настоящий или нет. Например, поисковики как-никак, но все же борются с такими сайтами мошенников. И поэтому мошенникам приходится ссылки на такие сайты размещать на форумах и так далее. Но в поисковиках они также встречаются. Но, например, если ввести слово AliExpress в поисковик Яндекс, то мы видим синюю галочку на определенных сайтах с названием «Навигационный ответ». Это означает, что данный сайт стопроцентно отвечает данному запросу, который мы ввели в поисковую строку. И нам не стоит переживать. Друзья, такая же синяя галочка была и у нашего сайта AliProsto, но уже как пару месяцев эта галочка по данному запросу пропала. Работники Яндекса предложили подождать, и возможно она снова появится. Ну а все дело в том, что за эти 3 или более лет появилось большое количество сайтов под названием AliProsto, которые автоматически копируют все статьи сайта AliProsto и почему-то близятся к первым страницам по данному запросу. Это, конечно же, недоработка Яндекса, и приходится так с этим жить. Так что наш сайт AliProsto имеет домен aliprosto.com, и никакого другого подобного или похожего домена у нас нет. Но давайте вернемся к фишинг-странице AliExpress и поговорим о том, как же себя обезопасить и не попасть на такую фишинг-страницу для невнимательных. Но перед этим хотелось бы порекомендовать при заказе на AliExpress всегда пользоваться кэшбэк-сервисом и возвращать проценты от своих заказов. Кэшбэк-сервисы — это такие сервисы, которые договариваются с онлайн-магазинами о том, что будут приводить клиентов. И за покупку приведенными клиентами кэшбэк-сервисы получают проценты. И этими же процентами они делятся с нами. Чтобы получить кэшбэк, нам надо зарегистрироваться на данном сервисе, ссылку оставил в описании под роликом, и после этого надо обязательно активировать свой профиль путем подтверждения своей электронной почты, на которую зарегистрировали аккаунт в данном кэшбэк-сервисе. Ну а далее в магазинах на кэшбэк-сервисе находим сайт AliExpress и нажимаем на него. Далее жмем перейти в магазин, и через 3 секунды нас перекинет на сайт AliExpress, где мы будем заказывать, как и обычно. И после того, как мы оплатим свой заказ на сайте AliExpress, наш кэшбэк поступит в наш новосозданный кэшбэк-сервис, именно в раздел финансов. Ссылку на данный кэшбэк оставил в описании под роликом, переходите, регистрируйтесь, рекомендую и сам пользуюсь. Но как же себя обезопасить и не попасться на фишинг-страницу AliExpress для невнимательных? Друзья, в первую очередь надо очень аккуратно относиться к переходу на сайт AliExpress через ссылки из сторонних сайтов, таких как форумы и так далее. Далее к своему почтовому ящику, на который зарегистрирован профиль на AliExpress, надо включить двухфакторную аутентификацию. Далее к своему почтовому ящику, также на который зарегистрирован профиль на AliExpress, надо прикрепить резервную почту. Четвертое, если нет необходимости, то лучше не сохранять, то есть не прикреплять свою банковскую карту на сайте AliExpress, чтобы создать неудобства для мошенников. Далее надо обязательно поставить лайк
под роликом и, возможно, написать в комментариях о необходимости сделать еще подобный ролик, в котором рассказать подробнее про оставшиеся 2 распространенных способа мошенничества с сайтом AliExpress. Друзья, приглашаю каждого подписаться на мой телеграм-канал и стать частью нашей компании любителей скидок. В телеграм-канале делюсь только самыми выгодными купонами и промокодами для сайта AliExpress. Нас уже более 4000 человек, рекомендую подписаться, ссылка в описании. Всем спасибо за просмотр, всем пока.